Всем привет! Сегодня приготовим 10 вариантов бутербродов на праздничный стол. Первыми приготовим очень вкусные и быстрые бутерброды с сыром и помидорами. 200 грамм полутвердого сыра трем на мелкой терке. Я использую сметанный сыр, но можно взять и любой другой. К сыру добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Добавляем майонез. И все перемешиваем. Также сюда по желанию можно добавить укроп. Приготовленную массу выкладываем на ломтики багета. Я их предварительно поджарила в тостере. Также багет можно поджарить в духовке или на сковороде. Этого количества начинки мне хватило на один длинный багет. 4-6 помидоров небольшого размера нарезаем кружочками. Кружочки помидоров выкладываем на сырную начинку. Сверху бутерброды украшаем листиками петрушки. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Бутерброды получились очень вкусными, сытными и яркими. Нежный сыр, пропитанный ароматом чеснока, идеально сочетается со свежими сочными помидорами. Готовятся эти бутерброды максимально просто и быстро, но их насыщенный вкус и яркий вид никого не оставят равнодушными. Вторыми приготовим бутерброды мимоза. Приготовление максимально простое. На столе они выглядят очень красиво и необычно. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. Чтобы было быстрее, возьмите сразу 2 сковороды. Таким методом подготавливаем все ломтики батона. 2 вареных яйца разделяем на желток и белок. Белки трем на мелкой терке. Отдельно трем желтки тоже на мелкой терке. 1 вареную морковь трем на мелкой терке. В миску кладем 1 банку сардины без жидкости. Разминаем ее вилкой. У меня банка сардины весом 240 грамм. К рыбе добавляем тертую морковь и яичный белок. Заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Начинка на бутерброды готова. Приготовленную начинку выкладываю на подсушенный батон. Бутерброды с начинкой кладем на блюдо. Этого количества начинки мне хватило на 16 ломтиков батона. Сверху на каждый бутерброд насыпаем немного тертого желтка. Этим мы имитируем цветы мимозы. Украшаем небольшой веточкой укропа. Бутерброды готовы. Бутерброды мимоза получились красивыми, оригинальными и очень вкусными. Готовятся просто и быстро. С их приготовлением справится каждый. Третьими приготовим не совсем обычные и очень вкусные бутерброды. Тем, кто любит сладко-соленое сочетание в еде, они точно понравятся. Сначала подготовим ингредиенты. Берем кусочек буженины весом около 200 грамм и разрезаем его пополам. Каждую половинку нарезаем тонкими пластинками. Вместо буженины можно использовать ветчину или колбасу. Консервированные ананасы нарезаем небольшими кусочками. Я взяла уже нарезанные ананасы, но кусочки слишком большие, поэтому я их режу на более мелкие кубики. 120 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем бутерброды. Ломтики батона выкладываем на противень от духовки. На каждый кусочек батона кладем нарезанную буженину. Сверху выкладываем кусочки ананаса.
Наносим небольшое количество майонеза. Сверху все посыпаем тертым сыром. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 18 бутербродов. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 5-8 минут, пока не расплавится сыр. Бутерброды готовы. Их лучше подавать в теплом виде, хотя и в холодном они тоже очень вкусные. Бутерброды с ветчиной и ананасами получились необычными и вкусными. Готовятся несложно и достаточно быстро. Такие бутерброды точно захочет попробовать каждый. Четвертыми приготовим очень вкусные бутерброды. Минимум продуктов и максимум удовольствия. Готовятся они очень просто и быстро и нравятся всем. Ананасы нарезаем небольшими кусочками. Чем меньше будут кусочки, тем удобнее их будет выкладывать на батон. Я использую одну банку консервированных ананасов весом 570 грамм. Примерно 150 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску кладем нарезанные ананасы и добавляем тертый сыр. Сюда же выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока. Все заправляем майонезом и перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на ломтики багета. Этого количества начинки мне хватило на 1 багет. Начиненные бутерброды выкладываем на противень от духовки. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 30 бутербродов. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10 минут. Бутерброды готовы. Выкладываем их на блюдо. Подаем на стол. Бутерброды с ананасами и сыром получились очень вкусными. От них просто невозможно оторваться. Хрустящий батон и сочная начинка с ананасами прекрасно сочетаются между собой. Готовятся просто и быстро, а съедаются как семечки. Они прекрасно подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Пятыми приготовим бутерброды с творогом. Готовятся они сложно и из самых обычных продуктов. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. По желанию подсушить батон можно без масла, на сухой сковороде или в духовке. Остывшие ломтики батона натираем чесноком. Два вареных яйца трем на мелкой терке. Пучок укропа измельчаем ножом. В миску насыпаем 200 грамм творога, тертые яйца, нарезанный укроп. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Все перемешиваем. Творог можно использовать любой жирности. Я использовала 9%. Берем подготовленный ломтик батона и выкладываем на него начинку. Равномерно распределяем по всей поверхности. Этого количества начинки мне хватило на 12 ломтиков батона. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол.
Бутерброды с творогом получились очень вкусными. В них прекрасно сочетается яично-творожная начинка и хрустящий хлеб с легким ароматом чеснока. Следующими приготовим бутерброды с крабовыми палочками за 15 минут. Они очень быстрые и легкие в приготовлении. Крабовые палочки разрезаем вдоль пополам и нарезаем небольшими кусочками. Всего понадобится 200 грамм крабовых палочек. Нарезаем кубиками огурец. Понадобится один свежий огурец. Я использую половину длинного огурца. «100 грамм сыра трем на крупной терке. В миску насыпаем крабовые палочки, тертый сыр и нарезанный огурец. Все заправляем примерно 3 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на 16 бутербродов. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо. Сверху каждый бутерброд украшаем листиком петрушки. Бутерброды готовы. По желанию их можно поставить в духовку на 10 минут, чтобы расплавился сыр. Бутерброды с крабовыми палочками получились вкусными и сочными за счет огурца. Готовятся очень быстро и просто и подходят для любого случая. Седьмыми приготовим бутерброды с грибами. Очень вкусные, ароматные и сытные. Шампиньоны моем и нарезаем небольшими кубиками. Всего понадобится 200 грамм грибов. Одну луковицу нарезаем кубиками. – 100 грамм свиной грудинки тоже нарезаем кубиками. Я использую копченую грудинку, но можно взять любую. На горячую сковороду высыпаем подготовленные грибы. Готовим на большом огне до испарения жидкости. Когда лишняя жидкость из грибов испарилась, наливаем немного растительного масла. Добавляем нарезанный лук. Жарим грибы с луком примерно 3-4 минуты. Сюда же в сковороду добавляем нарезанный кубиками бекон. Перемешиваем и обжариваем еще 2-3 минуты. В конце приготовления все солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Снимаем с огня и даем немного остыть. 100 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем уже остывшие шампиньоны с беконом. Насыпаем тертый сыр. Все перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на 12 бутербродов. Все выкладываем на противень от духовки. Бутерброды ставим в разогретую духовку до 180 градусов, запекаем 10-15 минут. Готовые бутерброды достаем из духовки. Красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол.
Бутерброды с грибами получились очень вкусными и сытными. Хрустящий хлеб отлично сочетается с грибами и беконом. Сыр плавится и держит всю начинку, чтобы она не падала. Они прекрасно подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Восьмыми приготовим бутерброды со шпротами. Это простое и очень вкусное блюдо. Хрустящий хлеб, пикантный соус, сочный помидор и ароматные шпроты. Такие бутерброды никого не оставят равнодушными. 80 грамм сыра трем на мелкой терке. 2-3 помидора среднего размера нарезаем пластинками. Берем примерно 80 грамм майонеза и добавляем к нему 1 зубчик чеснока через пресс. Все перемешиваем. Складываем бутерброды. Ломтик батона смазываем подготовленным майонезом с чесноком. На каждый кусочек выкладываем кружочки помидора. Если помидоры небольшие, то кладем по 2 кружочка. На помидоры кладем по 2 рыбки. Для 12 бутербродов понадобится 2 160-граммовые баночки шпротов. Сверху все посыпаем тертым сыром. Бутерброды перекладываем в форму для запекания или на противень. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10-15 минут. Горячие бутерброды перекладываем на блюдо и украшаем зеленью. Я украсила небольшими веточками укропа. Подаем на стол. Бутерброды со шпротами получились очень вкусными, ароматными и красивыми. Они вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Такое блюдо не раз выручит хозяйку, когда нужно приготовить что-то быстрое, сытное и вкусное. Из этого количества ингредиентов получается 12 бутербродов. Следующими приготовим бутерброды с грибами и сыром. Готовятся они сложно и достаточно быстро. Продукты самые доступные. 250 грамм шампиньонов нарезаем небольшими кубиками. Нарезанные грибы насыпаем на горячую сковороду и готовим на большом огне до испарения жидкости. Одну луковицу нарезаем кубиками. Жидкость уже испарилась. Наливаем в сковороду растительное масло. Добавляем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами до готовности лука. В самом конце все солим. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Грибы снимаем с плиты и оставляем немного остыть. Остывшие грибы перекладываем в миску. Сюда же кладем 200 грамм творога. Я использую 9% творог. Разбиваем одно яйцо. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Приготовленную массу выкладываем на ломтики нарезанного батона. Этого количества начинки мне хватило на 12 бутербродов. Бутерброды выкладываем на противень. Примерно 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Тертым сыром посыпаем бутерброды сверху. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10 минут. Пучок петрушки измельчаем ножом. Готовые бутерброды достаем из духовки и сразу же посыпаем измельченной петрушкой. Выкладываем их на блюдо и подаем на стол.
Бутерброды с грибами и творогом получились очень вкусными. Готовятся они просто и прекрасно подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Следующими приготовим красивые и очень вкусные бутерброды, которые отлично подойдут как на праздничный стол, так и на каждый день. Кусочки нарезанного батона кладем на разогретую сковороду. Обжариваем их на среднем огне с одной стороны до золотистого цвета. Готовые гренки снимаем со сковороды. Также поджарить батон можно в тостере. Приготовим намазку для бутербродов. В миску кладем 200 грамм творога. Добавляем 2-3 столовых ложки сметаны. Нарезаем кусочками 1 зубчик чеснока и кладем небольшой пучок укропа. Солим по вкусу. Все измельчаем погружным блендером до однородности. Приготовленной массой смазываем все гренки. Этого количества намазки мне хватило на 20 бутербродов. Подготовим все остальные ингредиенты. Помидоры черри нарезаем четвертинками. Редиску нарезаем кружочками. Огурец разрезаем вдоль пополам. Берем одну половинку огурца и делаем сначала 2 надреза, не разрезая огурец полностью. Третьим резом отрезаем кусочек огурца полностью. Пластинки огурца нужно делать тонкими, чтобы они хорошо гнулись. В каждом кусочке огурца заворачиваем внешние пластинки в середину. Получается вот такой красивый листик. Берем кусочек тонко нарезанной колбасы, складываем ее пополам, а затем в четверо. Немного подправляем, чтобы получился цветок. Колбасу кладем на подготовленный батон. Также на него кладем 3 кружочка редиски и листик петрушки. Один вариант бутербродов готов. На следующие бутерброды точно так же кладем колбасу, четвертинку помидора и подготовленный огурец. И еще один вариант помидоров с колбасой, помидорами и петрушкой. Бутерброды получились красивыми, яркими и очень вкусными. Готовятся они несложно и продукты все доступные. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. И последними приготовим бутерброды с печенью трески. Они получаются красивыми и очень вкусными. Готовятся они сложно и отлично подходят для праздничного стола. Берем нарезанный батон и все ломтики разрезаем поперек на 2 части. Подготовленные ломтики батона кладем на уже разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем с одной стороны до красивой румяной корочки. Готовые гренки снимаем со сковороды. Готовим начинку. 2 вареных яйца трем на мелкой терке. Берем одну баночку печени трески и сливаем с нее жидкость. Саму печень немного разминаем вилкой. В миску к печени трески кладем тертые яйца. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Перчим по вкусу. Все перемешиваем до однородности. Приготовленной смесью намазываем гренки. Готовим украшения. Огурец нарезаем тонкими пластинками. Помидорчики черри разрезаем на четвертинки. Украшаем бутерброды. На каждый кусочек выкладываем пластинку огурца, листик петрушки и зеленую оливку. Таким способом украшаем половину бутербродов. Вторую часть бутербродов украшаем огурцом, листиком петрушки и четвертинкой помидора.
Бутерброды получились яркими, красивыми и очень вкусными. Готовятся просто и достаточно быстро. Такие бутерброды прекрасно подходят для праздничного стола.